Перестаньте жрать эти овощи, если вам за 60. Да, я сказал именно так жестко, потому что каждый день вижу, как люди неосознанно убивают себя продуктами, которые считают полезными. Вы думаете, что едите здоровую пищу, а на самом деле медленно разрушаете свой организм. После 60 лет ваше тело работает совершенно по-другому. То, что было полезно в 40, может стать ядом в 70. Метаболизм замедляется, ферменты работают слабее. Пищеварительная система становится чувствительнее, а некоторые вещества в овощах, которые раньше выводились легко, теперь накапливаются и отравляют организм. Сегодня я раскрою вам правду о 4 овощах, которые кардинально влияют на вашу жизнь. После 62 из них медленно убивают вас, сокращая годы жизни, разрушая суставы, почки и сердце. А 2 других — это настоящие эликсиры долголетия, которые могут добавить вам 10-15 лет активной жизни. Это не теория, это факты, подтвержденные исследованиями геронтологов и практикой долгожителей со всего мира. Овощи-убийцы номер 1. Помидоры — скрытая угроза после 60. Сейчас многие возмутятся. Как так? Помидоры же полезны. Ликопин, витамины, антиоксиданты. Да, для молодых людей помидоры действительно полезны, но после 60 они становятся одним из самых опасных продуктов. И вот почему. Причина первая — щавелевая кислота и камни в почках. Помидоры содержат огромное количество оксалатов, солей щавелевой кислоты. После 60 лет почки работают слабее. Они уже не могут эффективно выводить оксалаты. Эти соли накапливаются и кристаллизуются, образуя камни в почках и мочевом пузыре. Статистика шокирует. У 70% людей старше 65 лет, которые регулярно едят помидоры, при обследовании обнаруживают песок или мелкие камни в почках. А вы знаете, что почечная колика — это одна из самых невыносимых болей, которую может испытать человек? Причина вторая. Соланин разрушает суставы. Помидоры относятся к семейству посленовых, а все посленовые содержат соланин — алкалоид, который вызывает воспаление в суставах. В молодости ваш организм нейтрализует соланин быстро, но после 60 печень и почки не справляются. Соланин накапливается и провоцирует артрит, артроз, боли в коленях, плечах, пальцах. Многие пожилые люди годами лечат артрит дорогими лекарствами, а нужно просто перестать есть помидоры, и через месяц боль уходит сама. Причина третья. Кислотность разрушает желудок. С возрастом слизистая желудка истончается, снижается выработка защитной слизи. Помидоры очень кислые, особенно свежие. Эта кислота раздражает истонченную слизистую, вызывает гастрит, обостряет язву, провоцирует изгуз. Если вам за 60, и вы каждый день едите помидоры в салатах или пьете томатный сок, вы медленно разъедаете свой желудок изнутри. Причина четвертая. Высокое содержание калия опасно для сердечников. Многие пожилые люди принимают лекарства от давления, ингибиторы АПФ, сортаны, калисберегающие диуретики. Эти препараты повышают уровень калия в крови, а помидоры тоже богаты калием. Сочетание лекарств и помидоров может привести к гиперкалиемии, опасному состоянию, которое вызывает аритмию и может привести к остановке сердца. Если вы принимаете лекарства от давления и проблем со сердцем, помидоры вам категорически противопоказаны. Овощ-убийца номер 2. Сырая капуста. Бомба замедленного действия. Капусту считают символом здоровья. Квашеная капуста, капустные салаты. Все это традиционно считается полезным. Но для людей старше 60 сырая капуста — это настоящая катастрофа для пищеварения. Опасность первая. Грубая клетчатка разрывает кишечник. В капусте содержится очень грубая жесткая клетчатка. В молодости желудок и кишечник легко ее переваривают, но после 60 пищеварительные ферменты работают в разы слабее, перистальтика замедляется, стенки кишечника становятся тоньше и чувствительнее. Грубая клетчатка сырой капусты травмирует стенки кишечника, вызывает микроразрывы, провоцирует воспаление, дивертикулез, калиты. Представьте, что вы чистите нежную ткань металлической щеткой. Примерно так сырая капуста действует на стареющий кишечник. Опасность вторая — вздутие и газообразование. Сырая капуста вызывает сильнейшее брожение в кишечнике. Образуются огромные объемы газов, которые раздувают кишечник, вызывают боль, спазмы, метеоризм. Для пожилых людей это не просто дискомфорт,
Это реальная опасность. Вздутый кишечник давит на диафрагму, затрудняет дыхание, давит на сердце, может спровоцировать приступ стенокардии или аритмию. Многие пожилые люди попадают в больницу с подозрением на инфаркт, а причина — всего лишь съеденный салат из свежей капусты. Опасность третья. Гайтрогены блокируют йод. Капуста содержит вещества, которые называются гайтрогены. Они блокируют усвоение йода щитовидной железой. После 60 щитовидка и так работает слабее, выработка гормонов снижается. А если вы еще едите сырую капусту каждый день? Вы усугубляете гипотиреоз, набираете вес, страдаете от отеков, слабости, депрессии. Опасность четвертая. Витамин К и препараты для разжижения крови. Многие пожилые принимают варфарин или другие антикоагулянты для профилактики тромбов. Капуста содержит огромное количество витамина К, который сгущает кровь и нейтрализует действие этих препаратов. Если вы на антикоагулянтах и едите капусту, ваше лечение бесполезно, а риск тромбоза остается высоким. Важное уточнение. Квашеная и тушеная капуста не так опасны, потому что при обработке часть вредных веществ разрушается, а клетчатка размягчается. Но сырая белокочанная капуста после 10 табу — овощ-спаситель номер один. Запеченная свекла — эликсир молодости. А теперь перейдем к овощам, которые после 60 должны быть в вашем рационе обязательно. И первое из них — свекла, но не сырая, а именно запеченная или отварная. Почему свекла продлевает жизнь? Свойство первое — нитраты для сосудов и давления. Да, вы не ослышались. Нитраты. Все боятся нитратов. Но натуральные нитраты из свеклы — это благо для пожилых людей. В организме они превращаются в оксид азота. Вещество, которое расширяет сосуды, снижает давление, улучшает кровоток в мозге и сердце. Исследования доказали, стакан свекольного сока в день снижает давление на 10-15 единиц без всяких таблеток. Регулярное употребление запеченной свеклы предотвращает инфаркт и инсульт на 40%. Свойство второе. Бетаин чистит печень. Свекла содержит бетаин — уникальное вещество, которое защищает клетки печени, помогает ей перерабатывать жиры, выводить токсины. После 60 печень работает в полсилы, накапливаются токсины, развивается жировой гепатоз. Свекла буквально возрождает печень, очищает ее, восстанавливает функции. Свойство третье — мягкая клетчатка для кишечника. В отличие от капусты, клетчатка свеклы мягкая, нежная. Она не травмирует кишечник, а бережно очищает его, впитывает токсины, нормализует стул. Запеченная свекла — лучшее природное средство от запоров, которые мучают почти всех после 60. Свойство четвертое — железо против анемии. Анемия — бич пожилого возраста. Свекла содержит легкоусвояемое железо и вещества, которые помогают его усвоению. Регулярное употребление свеклы повышает гемоглобин, возвращает силы, улучшает цвет лица, борется с хронической усталостью. Свойство пятое. Антиоксиданты против рака. Свекла содержит беталоины, мощные антиоксиданты, которые уничтожают раковые клетки. Исследования показали, люди, которые едят свеклу 3-4 раза в неделю, болеют раком на 50% реже. Как правильно есть свеклу после 60? Никогда не ешьте сырую свеклу. Она слишком жесткая и плохо усваивается. Только запеченная в духовке или отварное. Запекайте свеклу в фольге при 180 градусах час-полтора или варите целиком в кожуре 40-60 минут. Ешьте свеклу теплой или холодной с растительным маслом. Оно помогает усвоению. Можно с чесноком, грецкими орехами. Идеально 3-4 раза в неделю по 100-150 граммов. Не пейте свекольный сок сразу после приготовления. Дайте ему постоять 2-3 часа в холодильнике, чтобы вышли летучие вещества, которые могут вызвать спазм сосудов. Овощ-спаситель номер 2. Тыква — золотой ключ к долголетию. Второй овощ-спаситель — это тыква. В Японии, стране с самой высокой продолжительностью жизни, тыкву едят почти каждый день. И это не случайность. Почему тыква — овощ долгожителей? Преимущество первое — бета-каротин для зрения и иммунитета. Тыква содержит рекордное количество бета-каротина провитамина А. После 60 зрение ухудшается у всех. Катаракта, макулодистрофия, сухость глаз.
Бета-каротин из тыквы замедляет эти процессы, питает сетчатку, сохраняет зрение. Кроме того, витамин А критически важен для иммунитета. Пожилые люди болеют чаще и тяжелее именно из-за дефицита витамина А. Тыква восполняет этот дефицит. Преимущество второе — калий для сердца. Тыква богата калием, но в отличие от помидоров она не опасна, потому что калий в ней находится в сбалансированной форме и не вызывает резких скачков в крови. Калий из тыквы укрепляет сердечную мышцу, нормализует ритм, предотвращает аритмию, выводит лишнюю жидкость, снимает отеки. Преимущество третье. Пектины чистят организм. Тыква содержит пектины, природные сорбенты, которые связывают и выводят холестерин, токсины, тяжелые металлы, радионуклиды. Это особенно важно для пожилых, которые принимают много лекарств. Пектины помогают выводить остатки препаратов и защищают печень от лекарственной нагрузки. Преимущество четвертое — низкий гликемический индекс. Несмотря на сладкий вкус, тыква не повышает сахар резко. Ее гликемический индекс всего 75, что приемлемо даже для диабетиков. Тыква насыщает надолго, дает энергию, но не провоцирует скачки глюкозы. Преимущество пятое. Защита простаты. Для мужчин после 610 тыква особенно ценна. Она содержит цинк и вещества, которые защищают простату, предотвращают аденому, улучшают мочеиспускание. Тыквенные семечки — еще более мощное средство для мужского здоровья. Как правильно готовить тыкву? Лучше всего запекать тыкву кусочками в духовке при 180 градусах 30-40 минут. Можно делать тыквенную кашу с пшеном. Это идеальный завтрак для пожилых. Можно тушить с яблоками, добавлять в супы. Избегайте жареной тыквы. Жарко убивает витамины и добавляет вредные жиры. Только запекание, варка, тушение. Ешьте тыкву 4-5 раз в неделю по 150-200 граммов. Это обеспечит вас всеми необходимыми веществами. Критически важные правила питания после 60. Помимо выбора правильных овощей, есть несколько железных правил, которые определяют: проживете вы до 90 в здравии или загремите на больничную койку в 70. Правило первое — термическая обработка обязательно. После 60 забудьте о сыроедении и сырых овощных салатах. Ваш пищеварительный тракт уже не тот, что в 20 лет. Сырые овощи плохо перевариваются, травмируют кишечник, вызывают брожение и гниение. Все овощи должны быть термически обработаны. Варка, тушение, запекание, приготовление на пару. Так они усваиваются в 3 раза лучше и не нагружают пищеварение. Правило второе. Учитывайте лекарства. Если вы принимаете какие-то препараты постоянно, обязательно узнайте у врача или в интернете, с какими продуктами они несовместимы. Многие овощи нейтрализуют действие лекарств или, наоборот, усиливают побочные эффекты. Правило третье. Малые порции, но чаще. Не наедайтесь до отвала. Лучше есть 5-6 раз в день небольшими порциями, чем 2-3 раза большими. Так пища усваивается лучше, не перегружается пищеварение, поддерживается ровный уровень энергии. Правило четвертое. Пейте достаточно воды. С возрастом чувство жажды притупляется. Многие пожилые люди пьют катастрофически мало, по 3-4 стакана в день, а нужно минимум 1,5 литра чистой воды. Без воды овощи не усваиваются, клетчатка не работает, токсины не выводятся. Заключение. Ваше долголетие в ваших руках. Вы узнали правду о 4 овощах, которые после 60 лет определяют вашу судьбу. Помидоры и сырая капуста — медленные убийцы, которые разрушают почки, суставы, желудок, сердце. Запеченная свекла и тыква — эликсиры долголетия, которые чистят сосуды, укрепляют сердце, продлевают жизнь на 10-15 лет. Что вы выберете? Продолжать есть привычные продукты и медленно угасать? Или прямо завтра уберете из рациона помидоры и сырую капусту, а вместо них купите свеклу и тыкву? Это несложно, это недорого, это не требует героических усилий. Просто измените 2 овоща в своем рационе, и через 3 месяца почувствуйте, как преобразилось ваше тело. Если эта информация была ценной, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много жизненно важных тем о здоровье после 60. Делитесь этим видео с родителями, бабушками, дедушками, всеми людьми старшего возраста. Вы можете спасти их от ошибок, которые крадут годы жизни. Напишите в комментариях, едите ли вы помидоры и капусту,
Готовы ли отказаться от них ради здоровья? Живите долго, живите здорово.